Hello! Это уже третье видео про олимпиадное программирование, и здесь мы с тобой обсудим вообще, зачем тебе как программисту оно нужно, да и нужно ли вообще. Спойлер, если ты досмотришь это видео до конца, то я почти уверена, что смогу тебя убедить, что тебе оно нужно. Господи, 32 градуса. Поэтому у меня потрясающий фон в виде дачи. Самое очевидное преимущество — это то, что, конечно, ты развиваешь свой мозг. Не зря же говорят, занимайтесь математикой, делайте то, сё, пятое, десятое и так далее. И когда ты пытаешься придумать какое-то оптимальное решение за короткий промежуток времени, я думаю, ты и сам понимаешь, что это очень такой хороший буст для твоей головы, и в конечном итоге это тебя, так сказать, подстегивает и тренирует. Ну и, конечно же, это очень приучает тебя писать чистый код. Давай расскажу на своем примере. В какой-то момент лично у меня уже была база для того, чтобы нарешивать олимпиадные такие задачки, но при этом на одну у меня уходило, я не знаю, где-то час, при том, что она могла быть супер простой, не знаю, напишите там какой-то бинпоиск или отсортируйте массив. А все из-за того, что когда ты смотришь на задачу, что вроде бы такой, да я придумал алгоритм, и потом начинается. Ты понимаешь, что ага, а здесь может быть вот такой случай, тогда допишу вот эту функцию. Тут ты понимаешь, ага, вот здесь вот я немного налажал, хорошо, не буду переписывать весь целиком код, потому что, я не знаю, это будет долго, тебе не хочется этого делать, тебе хочется поскорее сдать эту задачу. И в конечном итоге ты громоздишь очень большой код и не понимаешь даже потом в конце, что там написано. И в итоге ты из 30 строк, которые ты мог сесть, подумать и написать изначально, ты громоздишь свой код строк на 100 и даже больше. Если ты думаешь, что у тебя так не будет, если этого не будет, то это действительно очень круто. Но, скорее всего, в начале у тебя все равно будет получаться такой большой код на 150 строк, причем он будет совершенно нечитаемым, и там будет очень тяжело найти какую-нибудь ошибку, которую ты совершил параллельно пока писал, потому что ты просто не натренирован. Но в конечном итоге это тоже навык, ты учишься, ты совершенствуешься. Кстати, поэтому я очень советую всегда смотреть разборы, обязательно смотреть, какие структуры, какие алгоритмы использовались и так далее и тому подобное, потому что ты таким образом учишься, все мы учимся и на ошибках, и нужно обязательно пытаться, поэтому если у тебя не получается изначально, это нормально. Так что очень советую. Второй пункт — это, конечно же, то, что ты сможешь найти оптимальное решение в каких-то реальных задачах. Я не говорю то, что у тебя постоянно на работе будут возникать моменты, когда тебе нужно будет придумать какой-то оптимальный алгоритм, но все равно это может спокойно произойти. И я думаю, ты сам не хочешь писать какое-то супер неоптимальное решение, которое будет очень медленно работать на больших данных, и в конечном итоге это все придется переписывать. Опять же повторюсь, это не то, что у тебя возникает постоянно, но вдруг. И третий, тоже довольно очевидный пункт, о котором я хочу поговорить, это собеседование в крупных IT-компаниях. Например, если мы возьмем Google, Facebook или, например, наш Яндекс, то везде при трудоустройстве есть такая вещь, которая называется алгоритмическая секция. Что это такое? Ты приходишь и, по сути, в блокноте начинаешь писать код. Тебя просят решить какую-нибудь алгоритмическую задачку, чтобы просто посмотреть, как ты в реальном времени можешь писать код, как ты можешь использовать структуры данных и так далее и тому подобное. Если ты до этого никогда себя не пробовал в такого рода задачах, потому что, как мне кажется, это не совсем стандартная задача для программиста, то тут, возможно, у тебя появятся какие-то проблемы. А не хочется заруинить все интервью на таких вещах. Кстати, пробные задачи можно легко найти в интернете в открытом доступе. Я помню, что я когда собеседовалась с Яндексом, вообще смотрела, на каком уровне тебя спрашивают знания алгоритмов и тому подобное. Я нашла статью в интернете, называется, кажется, ярмарка тщеславия или что-то такое. Там, конечно, полный разнос Яндекса и алгоритмической секции, но все равно там можно найти примеры задач. Кстати, я совершенно не согласна с человеком, который ее написал, и я оставлю линк на нее внизу в описании. Мне кажется, это видео получится довольно маленьким, но я надеюсь, я смогла хоть чуть-чуть тебя убедить, почему вообще олимпиадное программирование — это полезно, и, возможно, после этого ты захочешь порешать какие-нибудь задачки, но я расскажу в следующем уже видео про то, на каких сайтах можно это делать и чем они немного отличаются, а заодно расскажу про свои любимые. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!